что происходит? происходит? Мы не понимаем. Мы не понимаем. Мам, мы уже взрослые. Слушайте, это сложная тема, к тому же мы живем в России, поэтому говорить ни о чем нельзя. Вам расскажи, вы потом сболтнете, где не надо, кому не надо, когда не надо. И ваши родители отправятся туда, не знаю куда, затем не знаю чем. По какой, не знаю какой. Мам, Мам, ну мы уже большие, мы семья, мы уже никому ничего взрослые. не скажем. Мы никому не расскажем. Слышь, Хрундель, что делать-то? Надо как-то детям объяснить. Уже больше месяца война идет. Они же спрашивают, трясут меня. Дело непростое. Надо подумать. А ты умеешь думать-то? Как-нибудь, ну, что называется, на пальцах. Так, дети, слушайте. Короче, мы решили показать вам наглядно, типа такой маленький театрик. Садитесь и слушайте. Всем тишина, не вякать. Сразу говорю, в школе про это не болтать. Итак, начинаем. Короче, вы уже большие, пора кое-что знать. Мы с папой родились в стране, которая называлась СССР. Слышали, наверное. Большая такая страна, в которой ничего было нельзя и всегда всего не хватало. Все такие были серые, стояли в очередях за жратвой целыми днями. Ничего хорошего про эту страну, к сожалению, сказать я не могу. Ну, что было, то было. В ней, короче, было 15 республик, доставшихся еще от Российской империи. Ну, там Финляндию потеряли по дороге, после второй себе кучу загробастали всякого. Но большая часть все-таки от империи еще, и в общем, та же империя была, те же яйца ведь сбоку. Васянь, ты детям рассказываешь. Иди нафиг, Хрундель, в этой поговорке про куриные говорится. Короче, та же империя, по сути, только цари по-другому назывались, неважно. СССР был основан на идиотских идеях коммунизма и экономически был устроен через жопу, поэтому в начале 90-х развалился. Все республики стали сами по себе, в том числе и Украина, и Беларусь, и Россия. Хотя от кого объявила независимость России, вообще непонятно. От самой себя, это же их империя была. Просто некоторые народы сумели вырваться из империи, а 160 народов по-прежнему осталось внутри. Такая вот байда. Ой, да ладно, неважно, в общем, что-то я запарилась. Сейчас речь не про это, в основном про Лохматова. То есть про Украину. Только те страны, которые недавно были СССРом захвачены, еще помнили, как жили нормально. И у них получилось что-то человеческое построить. А те, которые давно в СССР, короче, при свободе и демократии жить, вообще ни хрена не умели, поэтому быстренько построили себе новые диктатурки. А что такое диктатура? Ну, диктатура — это когда все решает один чувак, который наверх забрался. Как у зверей. Это, короче, как король, только совсем ни хрена не добрый. Считает все своим и всем говорит, что делать и что думать. Кто не согласен, сразу в тюрьму, в лучшем случае. Вот, например, скажет всем подданным есть говно. Ну, приходится всем подданным жрать говно, иначе убьют. Ой, Ясно, фу. Ну и, короче, у нас в России тоже своя новая диктатурка образовалась, конечно. Пришел Путин, который, типа, сначала вроде даже, типа, как нормальный был. Но постепенно, потихоньку все запретил, все прикрыл, всех выгнал, всех посадил, всех отравил, все себе присвоил. Ничего теперь нельзя, можно только жопу лизать и дань платить. Больше ничего. Насадил атмосферу страха в стране, жесткую цензуру и полное бесправие. Ну, короче, обратно к Сталину. Ему, как КГБшнику, то время кажется клевым. А кто такой Сталин? Ой, не начинайте, не все сразу. Это был такой в СССР страшный диктатор, как Гитлер, короче, тоже много миллионов сгубил. Но это отдельная тема, потом. Короче, суть-то в чем? После развала СССР в России вообще был полный бардак, как и бывает после развала, как в ваших комнатах, блин. И в этом бардаке появилась куча бандитов, которые все разворовывали, все тащили, всех убивали, стреляли, делали, что хотели. Ну и получается так, что один из этих бандитов, самый наглый, самый беспринципный, Путин, захватил вообще всю Россию. Разворовал со своими дружками вообще все, что можно было разворовать, построил себе кучу дворцов дебильных и возомнил себя императором. Ну и решил этот новоявленный император СССР и большую империю возвращать обратно. Сначала от Молдовы кусочек стырил, потом от Грузии кусочек стырил, даже 2 кусочка. В Украине же посадил свою куклу Януковича и хотел Украину просто постепенно заживать. Короче, Путин хотел ее вподлу из-под тишка сожрать. Но украинский народ сказал: фигушки, надоели нам цари, диктаторы, бандиты, хотим быть свободными, со всем цивилизованным миром и так далее. Устроили настоящую революцию и нахрен куклу скинули, сказали, будем выбирать себе кого хотим. А колонизаторов нам вообще нахрен не надо. Вот так. И, короче, Путин разозлился, что украинцы его, великого императора СССР, не слушаются нифига. И решил начинать захват потихоньку. Причем он бардака революции, полуостров Крым, взял и оттяпал просто. Ввел туда войска, а всем врал: ой, не знаю, что за человечки такие там бегают, какие-то человечки зеленые. Нет, не наши, наших там нету, наших там не. Ну а когда захват закончился Крыма, говорит: ну да, прибрехнул я, чё? Что хочу, то и делаю. Идите в жопу.
Я царь СССР, и вся нефть моя, поэтому денег у меня до хрена. Теперь хочу быть царицей морской, и чтоб сама королева английская бегала у меня на посылках. Ну этого мало, потом он еще 2 кусочка на востоке Украины оттяпал. Посадил там своих людей с автоматами и устроил нам такую бандитскую занозу в жопе Украины. А люди-то что думают? А народ чё? Протестовать не хочет. Сделали мы как-то революцию в 1917-м. Так кончилось все вообще пипец тотальным террором. Спасибочки, больше не надо. Тем более, что 20 лет народу из каждой кастрюли уже вещают, что российская раса самая крутая, а остальные недочеловеки, что все против нас, и НАТО мечтает захватить Кислодрищенск и Мухосранск. Что россияне раса господ, и император наш красавчик, совсем ничего не ворует, и дворцов не строит, никого не убивает и не травит, а только гладит дитё в пупузам и летает на аисте. Многие россияне тоже захотели в империи жить, а остальных всех побить и захомутать. Потому что когда своя империя, это ты главный, все учат твой язык, платят тебе налог и слушаются. Когда человеку говорят, хочешь быть хозяином? Многие соглашаются, особенно если до этого были рабами. Они, правда, и после этого остаются рабами, но зато главными. А ты хотела? Нет, империя — это дикость, как каннибализм или жертвоприношение. Не перебивайте. Ну так вот, прошло несколько лет, и все это время Путин планировал, как Украину захватить, ибо бесила она его страшно. В России уже все по струнке ходили и раком стояли, как шелковые. А украинцы не только не слушались, а еще и ржали над ним. Взяли после воровства Крыма манеру Путина неприличным словом везде громко называть и песни петь с этим словом. Каким? Ну вот еще прям так я вам и сказала. Неприличным и очень обидным. Ну каким? Скажи, скажи. Ну, конечно, прям это для вас в этой всей истории самое интересное. Маленькие еще, успеете еще всякого говна наслушаться. Ну и вот, Путин стянул свои войска и просто напал. Пошел войной натуральной. Стал бомбить, стрелять ракетами, убивать. Детей, женщин, младенцев, стариков, всех. Сравнивать города с землей. Тысячами поубивал. Немыслимые преступления и зверства. Это просто труба. Весь мир в шоке. А нам в школе сказали, что там нацисты, а мы их спасаем. Погодите еще, вам скажут, что там мутанты, некрофаги-рептилоиды и гомопедофильные террористы-инопланетяне из ада. Из ада. Да уж. На самом деле Путин просто решил убить как можно больше украинцев и захватить их страну. Все, ничего замысловатого. Ему нужна Украина, а украинцы нет. Ну что, теперь ясно вам? Это для вас на самом деле такая детская версия. На самом деле все гораздо хуже. Все, заканчиваем этот театр, убирайте тут хлам весь. А вы идите в школу, только там об этом всем ни слова. Знаете, что сейчас совдеп номер 2. Я родилась в совдепе номер 1. Гадкая хрень. Когда я в детстве в школу ходила, мне мама говорила: учи физику и математику, и географию, и языки, а остальное не слушай. Тогда из нас серп и молот выкладывали, теперь из вас Z выкладывают, или свастику, это одно и то же. Потому что хотят сделать бездушных и безмозглых убийц. Но вы не слушайте. Старайтесь оставаться людьми. Я как с трудом выжила в совдепе. Надеюсь, и вы выживете в совдепе номер 2. И очень надеюсь, что это последний совдеп у нас. Только перед украинцами теперь отмываться несколько поколений. Короче, дуйте. Знаете что, дорогие родители? Давно пора валить. Чего вы тут расселись? Фига, тоже мне умники нашлись. Посмотрите валите на них, отсюда, какие тоже умники смотрите, самые умные. выискались. Тут А посмотрите надо на же, них. Посмотрите, у них мозги есть, оказывается. Ну-ка, дуйте в школу. А когда-то я снималась в комедиях, помнишь? А теперь нам остается только бухать в темноте. Слушай, я что думаю, там, Масянь? Может и правда пора валить из этой страны, пока все не устаканится? Давно пора. Только у нас с тобой родители у обоих старые как пни. Куда мы их денем? Никуда они не поедут. Да и денег нет, вообще ни хрена. А как дальше жить-то в этом психдоме? Что делать? Снимать штаны и бегать.